Отдельно я хотел бы рассказать историю о этом флаге, который вы видите. Точнее, не о флаге, а о человеке, которого звали, к сожалению, он уже ушел, Тони Бадер. Это мастер дзюдо и джиу-джитсу, мастер 8-го дана по дзюдо. Это человек, который был награжден золотой медалью Кодокана. Кодокан — это институт дзюдо, который находится в Токио. Мне, кстати, повезло в жизни. Я 6 лет назад посетил этот Кодокан, видел это место, видел музей Дзигаро Кано, основателя дзюдо. Это, конечно, большая честь. И вот этот мастер Тони Бадер всю жизнь занимался дзюдо и джиу-джитсу, всю жизнь обучал детей, взрослых. И начиная с 1947 года, вот вы видите на флаге, он собирал подписи чемпионов Германии, чемпионов Европы по дзюдо, чемпионов мира. Ведущие мастера джиу-джитсу расписывались на этом флаге. И вот всю жизнь он нес доброе, светлое, обучая дзюдо, этому величайшему искусству японскому. И на старости лет, когда ему уже перевалило за 80, он стал искать преемника, кому он может передать свои знания, свой опыт, кому может доверить то, чем он занимался всю свою жизнь. И мы познакомились с ним в Германии. После этого он прилетел в Украину и сказал, что он нашел этого человека и готов этот флаг передать. На то время жена ему говорит: Тони, ты куда летишь? Он говорит: я лечу на Украину, но тебе, говорит, уже 84 года, зачем тебе туда лететь? Он на то время уже немножко плохо видел, слышал плохо. Вот. И он говорит: я нашел человека, и я могу передать флаг со своими знаниями, опытом и спокойно уйти из этой жизни, выполнив полностью свою миссию. Я знаю, кто это будет продолжать. И вот в 2002 году на чемпионате мира по телохранителям в Ялте, который проходил в присутствии делегации 14 стран, он передал этот флаг мне. И на сегодняшний день он хранится у меня дома, и я несу эти традиции, я продолжаю дело, которому посвятил всю свою жизнь Тони Бадер. И я очень горд тем, что вот эти знания доверили мне. И это больше ответственности, чем какой-то гордости за это. Ответственности за то, что я должен делать в своей жизни. Это моя миссия — передавать вот эти знания, вот эти умения. И растить людей, которые лучше, чем я, которые пойдут гораздо дальше, чем я. Об этом мечтал, я уверен, и Тони Бадер. Он об этом говорил нам неоднократно. Мы до того, как он передал свой флаг, довольно долго дружили и проходили семинар у него. Я проходил неоднократно в Германии. Его именем, кстати, в Германии, в Киле проводились турниры по дзюдо. И мне хочется, чтобы та яблоня, которую в свое время посадил Тони Бадер, которая дала плоды, чтобы она превратилась с моей помощью, с помощью других учеников, тех, кто понесут этот флаг, понесут эти знания и будут развивать воинские искусства в огромный сад. Спасибо.